Итак, мы отправились в Адыгею. Это первая республика, расположенная на северной стороне Кавказских гор, которую мы посетили. Сами мы живем в Сочи, и напрямую расстояние всего 100 километров, так что смело можно назвать эту республику соседней. Есть всесоюзный туристический маршрут номер 30, который называется «Через горы к морю» или просто «Тридцатка», где это расстояние проходит от 3 дней и более, в зависимости от подготовки и поставленных целей. Следует сразу же сказать, что в дальнейшем на канале будут выходить материалы и о других республиках Северного Кавказа, а Адыгея открывает этот список. Забегая вперед, можно точно сказать, что мы сюда вернемся еще не один раз, потому что нам здесь очень понравилось. Мы приехали сюда спонтанно, без какого-то определенного плана, что посмотреть. И только в дороге мы стали искать информацию о республике. В этом видео мы посмотрим город Майкоп, его улицы, центральную площадь, главный рынок, поднимемся по Савранской канатной дороге и увидим чертов палец, ну и конечно же плато Лаганаки, а также гостеприимные люди, адыгейский сыр, табуны коней, вкуснейшие яблоки и море положительных эмоций. Все это мы успели за 2 дня. Всем приятного просмотра! Мы заехали, конечно же, попить яблочного сока. Если вы, друзья, не знали, то Адыгея славится своими огромным количеством плантаций яблочных культур. И вот заехали в такое место, где можно приобрести свежий выжатый сок. Посмотрите, вот за 350 рублей вот в такой вот упаковочке, здесь 3 литра. Он хранится очень долго. И очень удобный такой дозатор наливать. Мы уже попробовали, очень вкусно. Также здесь чаи натуральные, натуральный мед. Цены очень адекватные, конечно. Такое вот местечко. Мы первый день в Адыгее, пока нам все очень нравится. Сейчас отведаем с вами вкуснейшего сока. Такая вот, друзья, красота. И вот там вдали поля, где растут яблоки. Вообще здесь получается 7 видов сока. Мы взяли 3 литра. Я думаю, что на обратном пути мы обязательно еще заедем за одним пакетиком сока. Очень вкусно. Рекомендуем обязательно. Это по дороге на Лаганаки. Как и канатная дорога, которая носит имя станицы Даховская, располагающейся у подножья хребта Унакос, или еще одно название канатки Савранская. Это место мы не могли пропустить, потому что оно по пути и потому что там действительно красиво. Длина канатной дороги 1250 метров, а высота подъема 500 метров. Время в пути в одну сторону составляет примерно 15 минут. На самой вершине расположены завораживающие панорамы. Отсюда, как на ладони, видна вся станица Даховская, а вдали виднеются вершины Лаганаки. После подъема туристы могут посетить несколько достопримечательностей: пещеру Желаний, скалу Чертов Палец, пещеру Пыльная, пещера Даховская, а также экстрим-клуб Тетис. Достопримечательности можно посетить пешком или воспользоваться услугой экскурсии на внедорожниках, квадроциклах или лошадях. Мы любим гулять, поэтому отправились пешком. Мы сейчас будем подниматься по канатной дороге на высоту примерно 1100 метров над уровнем моря. Канатная дорога работает с 10 утра. Сейчас без 20:10, немножко осталось подождать, и мы поедем. Стоимость дороги на взрослого человека 600 рублей. И нас там ждет одна из самых популярных достопримечательностей. Это Чертов Палец. Так что, друзья, сейчас поедем, все вам покажем.
поднялись по канатной дороге. Здесь есть и кафе, можно перекусить. Также здесь можно на джипах взять поездку. Сейчас мы все узнаем, разузнаем. К водопадам в ущелье. На чертов палец мы пешком дойдем. Так, вот на такой технике можно доехать до водопадов. Поднялись горы, здесь прям очень комфортная температура, я думаю, градуса 22 всего. Несмотря на то, что внизу очень жарко, прям очень комфортно, я думаю, будет здесь прогуливаться. Забегая вперед, можно сказать, что сама дорога до смотровой площадки нам понравилась больше всего, потому что гуляешь по красивому, ухоженному лесу, плюс здесь гораздо прохладнее, чем внизу. Естественную тень дают высокие деревья, и здесь на высоте пространство отлично продувается. Сам воздух не застаивается и не нагревается. Можно идти вдоль обрыва, с которого всегда открываются потрясающие виды на долину. Плато Лаганаки, горы Красной Поляны и, как нам сказала местная девушка-гид, видно даже горные пики Абхазии. И вот с таким большим наслаждением мы дошли до чертового пальца. Локация интересная, ну и, конечно, самая популярная. Хотя это был и будний день, и мы пришли на само открытие канатной дороги, но на смотровой площадке уже было достаточно много туристов, которые воспользовались передвижением на технике или были просто быстрее нас. Ну и когда мы уже уходили оттуда, приехала новая большая группа на 2 автомобилях. В общем, чтобы залезть на палец и пофотографироваться, нужно будет подождать какое-то время в очереди. Кстати, кто бывал здесь, напишите в комментариях, много ли было людей на чертовом пальце, когда вы посещали это место. Ну все, мы с вами уже возвращаемся с крутой смотровой площадки чертов палец. Дорога от канатной дороги заняла у нас где-то час, но мы не торопились. Вам рекомендуем, когда пойдете, не спешить, потому что места здесь очень-очень красивые, красивая природа. И здесь очень свежо, прохладно, то есть нет такой изнуряющей жары. Что касается сложности маршрута, ребята, тропа очень легкая, без каких-либо жестких подъемов, поэтому подойдет и семьям с детьми, и людям более старшего возраста. А сейчас мы по пути увидели вот это замечательное кафе и решили здесь перекусить. Так что сейчас сделали заказ, покушаем и отправляемся дальше, уже непосредственно к канатной дороге. Вот такие вот, друзья, цены. Очень доброжелательные здесь хозяева. Готовят нам окрошечку. Вот такая вот красота. Хичин. Да, Хичин YouTube, и окрошечка. Instagram. Вас, кстати, видели, так и нашли. Друзья, все, мы перекусили. Полный сил отправляемся дальше. Вот так выглядит это кафе. Вы точно мимо него не пройдете. Вот эта дорога идет туда, в Даховское ущелье. Вот такая машина еще стоит рядом. И вот эта машина стоит здесь всегда рядышком. Но мы отправляемся в сторону канатной дороги. Идти нам примерно минут 20. Вот по таким вот очень хорошим ровным тропинкам. Свежий воздух, красота, птички поют. Владельца кафе зовут Александр Сергеевич, он все расскажет про местную флору и фауну. Очень дружелюбный и общительный хозяин. Да, полностью соглашусь, очень приятный молодой человек. Ну а мы отправились в сторону столицы республики Адыгея, город Майкоп, чтобы до прихода темноты прогуляться по его улочкам и посетить центр. Если у вас есть возможность поехать в Адыгею на автомобиле, на своем или арендном, то наша рекомендация — это однозначно пользуйтесь этой возможностью.
потому что здесь очень много локаций, которые хочется посетить. Немерено живописных мест, в которых огромное желание остановиться и никуда не торопиться. Глаз всегда находит что-то интересное и необычное. Двигаться в своем ритме и ни от кого не зависеть – это девиз здешних мест. Друзья, по дороге можно встретить огромное количество плантаций яблочек. Вот посмотрите, остановились еще в одном местечке, купили опять же сока и попросились посмотреть и поближе снять для вас эту красоту. Вы не представляете, какой здесь запах. Просто шикарно. Просто очень-очень много яблок. Еще одна остановка. Сыры Адыгеи. Купили здесь сейчас сыр. Покажем вам, что продают, что есть внутри. И вот такая вот подкова большая будет вам ориентиром. Она состоит из 600 маленьких подков. Смотрите, какое интересное вообще сооружение. Заехали вот еще в одно местечко. Здесь можно приобрести натуральный мед. Очень-очень вкусный сыр попробовали. Сейчас тоже приобретем обязательно. Разные виды меда. Гречишный, разнотравье, липовый. Потрясающее местечко такое. Вот сырочки. Можно все продегустировать. Какой большой плюс здесь. И сразу же приобрести. Вот видите, в вакууме все. Такая вот красота. Пасеки в горах. Вон пчелы. Соты, это ж уже вот видите, вон они. Майкоп с адыгейского можно перевести как «долина яблок». И это историческое название сохранилось. Я думаю, в нынешние времена оно даже приумножилось, потому что, двигаясь в окрестностях этого города, мы очень часто встречали плантации яблок и груш. По вкусу они, кстати, просто бесподобные. В супермаркетах продаются совершенно другие фрукты, даже если на них написано, что они из Адыгеи. Вообще, сам город произвел на нас очень приятное впечатление. Наверное, еще и потому, что мы уехали в августе из переполненного туристами Сочи с огромными пробками и попали в какой-то другой мир, где жизнь течет очень неспешно и размеренно, где широкие улицы и тротуары без пробок из людей, что можно без проблем найти место, где поставить автомобиль, что в хорошем заведении можно находиться только вдвоем и так далее. В общем, есть в этом свое удовольствие. Неспешно прогуливаясь по улицам Майкопа и удивляясь такому большому количеству чернослива, который здесь растет только для красоты, мы вышли на площадь Дружбы, где находится памятник «Навеки с Россией» или «Дружба», который возведен в 1968 году. На постаменте в честь 400-летия присоединения Адыгеи к России высечены даты 1557 год, 1957. В другой стороне парка располагается величественная соборная мечеть, главная джума-мечеть города Майкопа в республике Адыгея. Также является резиденцией Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. Строительство соборной мечети было начато в апреле 1999 года и завершено в октябре 2000 года, то есть и построили ее в рекордные 18 месяцев. Еще одно сооружение, которое находится на этой площади и мимо которого невозможно пройти, это монумент памяти и единения, или памятник Очаг, посвященный памяти жертв Кавказской войны. Его возвели в 2013 году. В его архитектурной задумке много символов и смысла, поэтому кому это интересно, может легко найти информацию в открытом доступе. Ну и, конечно, мы не могли пройти мимо центрального рынка города Майкопа, для того, чтобы купить вкусных подарков себе домой, да и просто посмотреть, что интересного здесь продают. Огромное количество и разнообразие сыров порадуют своей демократичной ценой, по сравнению с Сочи и Абхазией 100%. Также много продают овощей и фруктов. По рассказам продавцов, большое количество персиков и нектарин, например, везут из Крыма.
Если среди зрителей есть местные, напишите, пожалуйста, правда ли это. Также на рынке мы попробовали еще одно местное лакомство. Это халюжики. Это такие чебуреки с сыром. Нам они очень понравились. Ну и после отличного шопинга мы отправились на плато Лаго Наки. Я долго думал, чтобы рассказать про это место, а потом понял, что все это лишнее. Никакие рассказы и видео, к сожалению, а наверное и к счастью, не передадут всю красоту таких мест. Сюда нужно просто приезжать самому. Могу лишь сказать, что место однозначно рекомендуем к посещению и не по обычному купированному туристическому маршруту, а как можно дальше, ведь именно там начинается вся красота этого места. Конечно же, с соблюдением всех правил и норм посещения Кавказского биосферного заповедника, с которыми вы можете ознакомиться на официальном сайте. Поэтому дальше будет просто видео уже без моего участия. Всем огромное спасибо за просмотр и до новых встреч в интересных местах. Ну а мы в Адыгею еще обязательно вернемся, потому что 2 дня это очень мало. But I'm so frustrated.